Волк притащил к глухой хижине странную корзину. Прямо из зимнего леса. Он не ушел, ждал у двери, словно знал, что внутри есть человек. Когда мужчина открыл ее, он побледнел и едва не потерял сознание. То, что лежало внутри, не должно было выжить в таком морозе. Ночь в сибирском лесу была беспощадной. Мороз по 30, ветер с Байкала резал лицо, а снег уходил под ноги, как зыбучий песок. Анна Петрова шла уже на пределе. Ребенок у нее на руках почти не двигался, слишком слабый даже для плача. Она бежала не от холода, от людей. Те, кому она доверилась, оказались не теми, за кого себя выдавали. Когда Анна поняла это, было поздно. За ней начали следить. А когда родилась девочка, выхода почти не осталось. В ту ночь она решилась бежать, понимая, если ее найдут, ребенок не выживет. Она шла в лес, потому что знала, где-то там есть изба. Там жил человек, о котором говорили, не задает вопросов, но если помогает, до конца. Это был ее единственный шанс. Силы уходили быстро, руки немели, дыхание сбивалось. Каждый шаг давался через боль. В какой-то момент она споткнулась и упала в снег. Подняться она уже не смогла. Анна прижала ребенка к груди, пытаясь согреть своим теплом, но понимала, времени больше нет. Тогда она сделала последнее, что могла. Аккуратно положила девочку в корзину, укутала как смогла и оттолкнула ее чуть в сторону, будто пытаясь передать дальше. И именно тогда из темноты вышел волк. Большой, серый, с густой зимней шерстью. Он появился тихо, без звука, и остановился в нескольких шагах. Янтарные глаза смотрели прямо на нее. Анна не закричала. Она просто смотрела в ответ. «Пожалуйста», – прошептала она, уже не чувствуя губ. Волк не двигался несколько секунд. Потом медленно подошел к корзине, обнюхал. Теплый запах жизни среди холода. Он мог уйти, но не ушел. Анна больше ничего не видела. Сил не осталось. Мир погас в холоде и тишине. Волк остался. Он обошел корзину кругом, прислушался, поднял голову, вдыхая воздух. Где-то далеко был запах дыма, человека, дом. Он аккуратно взял край ткани корзины в пасть, осторожно, чтобы не повредить. Поднял и пошел. Снег тянул вниз, мороз сковывал движение, но он двигался уверенно. Шаг за шагом, через лес, по слабому запаху дыма, который вел к избе. Иногда он останавливался, чтобы перевести дыхание, ставил корзину, прислушивался, затем снова поднимал и шел дальше. Это было долго. Но он дошел. Изба стояла среди деревьев, темная, с тонкой струйкой дыма из трубы. Внутри был человек. Волк поднялся на крыльцо и положил корзину у двери. Отступил на шаг и замер. Несколько секунд ничего не происходило. Потом он тихо ударил лапой по доскам. Внутри послышались шаги. Дверь открылась. На пороге появился мужчина, крепкий, с резкими чертами лица. Его взгляд сразу упал вниз, на корзину. Он наклонился, приподнял край ткани и увидел ребенка, живого. Мужчина быстро взял девочку на руки и прижал к себе, проверяя дыхание. Она была холодной, но дышала. Когда он поднял голову, волк все еще стоял рядом, спокойно, без угрозы. Они смотрели друг на друга несколько секунд. Потом волк развернулся и исчез в темноте леса. Без звука, без следа. Он сделал свое и ушел.